Привет, я Олли, а это мое первое видео в формате озвучивания. Если вам понравится, нажмите лайк, если же нет, дизлайк, так будет честно. Если вкратце, я решил сделать кроссовки из дерева. Сразу же хочу сказать, что эту идею придумал не я, но она мне очень сильно понравилась и показалась очень интересной. Да, я просто решил кинуть себе вызов, смогу я сделать или нет. В общем, для создания нам понадобится дерево, сами кроссовки и парочка инструментов, которые вы увидите в видео. Я выбрал дерево под названием сосна, но сразу хочу сказать, что она не очень подходит, так как у него волокнистая структура и очень много смолы. Лучше брать какое-то мягкое дерево и желательно без волокон. Я же выбрал это дерево, потому что под рукой больше ничего не было. Само дерево у меня было в формате доски, а это значит, что мне нужно было разрезать его на 3 части и склеить, чтобы была нужная высота. Все это дело мы сжимаем струбцинами и оставляем высыхать. В моем случае вышло примерно 1 день. Следующий этап — это обработка. Все из-за того, что доска была не идеально ровная, и после склеивания заготовку немножко покосила. Я ощущал неровности шлифовальной машинкой. Да, и откровенно говоря, без ее я бы вряд ли справился. После выравнивания нужно сделать разметку будущего кроссовка. Берем кроссовок и вводим сразу в профиль, а потом и саму подошву. Ну а потом нужно обрезать лишние части. И это было на самом деле очень долго и тяжело. А все из-за того, что моя пила была довольно тупая, а точить ее не хотелось, да и времени в принципе не было. После обрезки лишних частей нужно снова разметить и стамеской убрать лишние края, ну и зачистить. Также правильно нужно было сделать внутреннюю часть, ну а точнее внутренний изгиб. Все это дело я выбивал стамеской, ну а потом проходился шлифовальной машинкой, и получилось довольно-таки неплохо. Дальше вырезаем и вырубаем отверстия, ну и снова очищаем лишние края. И если честно, это была одна из сложных частей, потому что не хотелось срезать больше, чем нужно. Также не забываем про подошву, ее также нужно обработать и зачистить края. Я это делал болгаркой. На самом деле она очень хорошо справлялась со своей задачей и сэкономила мне кучу времени. Ну а после всей обработки и шлифовки, все, что нам остается сделать, это окончательную разметку, по которой мы будем вырезать так называемый рельеф кроссовка. Чтобы ровно разметить логотип, берем лист бумаги и карандаш. Перебиваем все на лист бумаги, ну а с листа уже на деревянный кроссовок. Самое сложное в разметке это было, наверное, правильно, ровно и четко нарисовать шнурки. Все из-за того, что их попросту нельзя перебить на лист бумаги. Ну а потом идет не очень сложный, но скучный и долгий процесс вырезания рельефа. Я это делал бормашинкой. Делал очень многими насадками, но, к сожалению, всех вы не увидите, потому что было очень сложно снимать, вырезать и еще и сменивать насадки. Ну а дальше я, в принципе, уже не вижу смысла показывать процесс. Я лучше покажу вам результат. Но перед тем, как вы увидите результат, попрошу вас оценить и написать комментарий. Я очень старался над этим видео и надеюсь, вам понравилось. Ну и вот сам результат. В принципе, я не скажу, что было очень сложно, но и не очень легко. Безусловно, есть свои косяки, но это все из-за того, что я выбрал неправильное дерево. Да, и делал я это первый раз в жизни. В общем, я надеюсь, что тебе понравилось. Я был рад озвучивать это видео. И мне кажется, что именно в этого ролика есть какая-то своя душа.
Спасибо и пока.